Всем привет, друзья! У меня 45-ка, и я решил обойти территорию. Стоял тот же самый утюг, Scania. При дневном времени суток выглядит она, конечно, немножко пострашнее, так как она рабочая. Тальки отломаны, там ржавчины, там такое, грязненькое, ну, нормально. Также прицеп. Прицеп у нас специальный прицеп на 4 оси. Если честно, больше ничего не знаю. Знаю, что слаживаться он очень интересно. Конкретно этот не знаю, с пульта или нет, но я видел такой, он слаживался с пульта. Может, это тот же самый и был. То есть он полностью весь сдвигался целиком. Очень так интересно он сдвигался. Зацеплен он был к Scania на козырнейшей резине. Я так понимаю, это 6.4, потому что ну, на ленивце такая резина ставится только на 6.4. V8 Scania. И также старушка стояла, одинокая. Старушка, похоже, как я в Херентесе катался, только без кенгурятника. С кенгурятником я должен был брать, но она была в ужасном состоянии, поэтому я взял без кенгурятника. Ну и строительная техника, рядом компания, которая... Ну, это сеть, их по Швеции много. Хаватор. Вот, в основном используется для поднятия каких-то тяжелых на большие высоты. То есть, вот, например, ветра эти генераторы, когда устанавливают ветровики, то есть стрела поднимается, я даже не знаю вам по параметрам, что и сказать, но техника выглядит очень мощно. Liebherr фирма техники. Знаю, что тоже грузоподъемность их там вплоть до 800 тонн доходит. Такой техники. Но конкретно это может быть наполовину, может быть меньше, я не знаю, если честно. Также вылеты стрел там тоже около 100 метров выходят. Если не больше, конечно. Этот день настал. Для меня он войдет в историю. 25 мая я покупаю свой первый дрон. Я нахожусь в городе Умей. Приехал я на своем байке в L-Giganten. Собственно, на складе я постоянно загружаюсь, но в этот раз я приехал как клиент. В первую очередь зашел в магазин соседний, купить попить, потому что в горле пересохло, пока ехал. 7 километров почти. Вот он, наш L-Gigant. Компьютерный, потом затем где-то здесь идут камеры. Ой, камеры и дрон. Если я своими силами не найду, то воспользуемся помощью. Воспользуемся. Итак, у нас Mini 3 и Mini 4. А нам нужен Air 3. Значит, идем мы за помощью. Hey, I need DJI Air 3. DJI Air 3? Yes. Yes, fly my combo. Yes. We have it in stock, but you purchase it here and then you get the receipt and you collect it from there. Mm-hmm. Да, друзья, именно такая реакция была у меня ближайшая, точнее, прошедшие 3 часа. Ломалась голова, я не мог оплатить дрон. И спустя долгие муки, проезженные километры, я все-таки его купил благодаря своему корешу, который также работает в Скандинавии. Он мне его оплатил в итоге, то есть я не буду рассказывать, что-то как было. Все было очень сложно, очень нервно, но в итоге все вышло как надо. DJI Air 3 Fly More комбо еще. Теперь сумку поеду, выберу. Новый рюкзак себе. Под дрон уже, чтобы под камеры был. Для походов. И поеду назад. Заехал я пообедать в кафешку, потому что целый день ношусь. Уже километров 15 я за сегодня проехал. И от непривычки болит и жопа, и ноги, и все остальное. Короче, день насыщенный у меня вышел. Да, сегодня у меня суббота, то есть я стою на 45. А заехал в китайский ресторанчик.
Их много, огромная сеть по всей Швеции. И на 139 крон набрал себе еды. Колу можно пить сколько влезет. Быстро, вкусно, мне нравится такая еда, поэтому нормально. Ну и все, впереди ждет распаковка. Я вам покажу, что это за чудо. Ну и потом буду уже учиться летать. Ну и предыстория немножко все-таки решила рассказать по поводу, что у меня происходило. В общем, лечу я радостный, уже зная со вчерашнего дня, что куплю дрон. Приезжаю в Умею на стоянку и сажусь на велик и еду. Приезжаю, дрон есть в наличии, шикарно, тот, который мне надо, в той комплектации, которая мне надо. Пытаюсь оплатить, у меня не проходит карта. Я второй раз, третий, я всунул ее уже, то есть не по бесконтактному, по контактному, так сказать. Не получается ничего. Попробовали через счет, то есть мне скинули ссылку, по которой нужно было пройти и оплатить. Тоже ничего не получается, то есть это уже час проходит, пока я там мучаюсь. Затем я перевожу на другую карточку деньги, то же самое, ничего не получается. То есть, не пускает. Я пишу в банк в это время. Банк говорит, что это не с нашей стороны. Да, поправка, что деньги-то у меня были на карточках белорусских банков. Вот, то есть, и именно Elgiganт почему-то шведский не работает с белорусскими банками. То есть в Норвегии я оплачивал не так давно, и в Elgiganте, в принципе, я тоже рассчитывался не так давно в Швеции. Может, месяцев пару назад, но сейчас вот какая-то херня была. В общем, я принимаю решение, что... Уже там 2 часа прошло, я принимаю решение, что попробовать в банкомате снять деньги. Вот, в банкомате тоже деньги также не получилось снять. То есть пишет, что банкомат с такой карточкой не работает. У меня MasterCard обычный. Ну и все, ломание головы вот это дальше происходит. Вот я еду в город и в другие банкоматы, в центр, то есть еду. Я был на окраине, еду в центр. Там я не нахожу вообще никаких банкоматов. Кроме той же сети, в которой я и был, других я не нашел. Остренько, хорошо. Ну и затем я уже возвращаюсь унылый в сторону машины, на базу ACX. И мне приходит такая вот идея, что я до этого разговаривал со своим корешем по поводу, как что сделать. Ничего мы не смогли придумать. И тут я придумал, что он просто возьмет и оплатит. У него евросчет, а я ему потом деньги переведу. То есть так мы и сделали. И вот я возвращаюсь обратно. То есть это я намотал там километров 20 уже на велосипеде. Я возвращаюсь обратно. И вот режим ожидания. Мы ждем, пройдет ли транзакция или нет. Вот это вот минута истины. Это натянулось очень долго. Сам чувак, это тоже один и тот же чувак меня постоянно обслуживал. Он также стоял, просто не отводил взгляд от этого монитора и ждал, что там произойдет в итоге. Yes? Что ж, решил я не в кабине вам распаковку делать, потому что что-то так прикинул. Здесь столик удобный на базе. И я решил на нем. Взял с собой сразу нож, чтобы где-нибудь что-нибудь порезать. Так. Мне еще нужно будет приобрести дополнительно. Почему-то в Elgiganте не было на DJI продукцию страховка. То есть, если я его разобью, вообще не важно, что перееду, мне дадут новый дрон. Именно это идет от DJI такая страховка. Вы ее покупаете, можете на год, можете на 2. Так. Вообще распаковка — это самое любимое дело в моей жизни. С детства я вот это вот люблю. И чем больше всего где-то что-то подключать, подсоединять, слаживать, тем больше мне это нравится. Так, целлофан не хочет лежать, значит мы его засунем в карман. Самое крутое, что у меня было, это домашний кинотеатр 5.1. И как раньше было, что ты все провода подключаешь. Не то, что сейчас там по Bluetooth класс-класс у тебя все связалось. А раньше все, провода, плюсы, минусы, шминусы, это туда, это сюда. И пошел по инструкции, все подряд. Так, опачки. Первая манипуляция. И я вижу здесь сумку. Крутую сумку
с ремешочком. Вау. Короче, он как есть. Он такой, как коробка огромная, такой он есть. Крутая сумка, конечно, DJI, качество высшего уровня. В целом продукция DJI на данный момент это реальный топчик. Вот, ну, там для ютубов. У них также профессиональная линейка всего тоже уже есть давным-давно. Сумка даже с книжечкой отдельной. На китайском, кстати. Да, это китайская компания. Материал 74 полиэстер, 26 нейлон. Сделано Хэнчжэнь, Китай. Наплечная сумка. Вот так, на плечи. На плечо. Через плечо. Итак. Достаем мы самый первый. Вот он, дрон. Вы не представляете, сколько у меня счастья и эмоций. Хоть я и устал дико, потому что как бы мы в Швеции, горочки здесь везде присутствуют. Это вам не по равнине кататься. И знаете, как в детстве детям машинку дарят? Там, ну или что-нибудь, что вот игрушку, которая вам нравится. И как дети радуются искренне. Вот так и я. Вот он сам дрон. Он в сложенном виде. Я сейчас это все разложу здесь. Аккуратно. Какое оно все крутое. Просто кайф. Так, лопасти. Я так понимаю, мне надо еще будет лопасти самому дать. Ну да. Тут их огромное какое-то количество. Разобраться бы с этим. Я сейчас ничего не буду запускать. Да, столик оказался грязным. Я так понимаю, сидушка, на которой сижу, она такая же в пылище вся. Ну ладно, уже поздно пить боржоми. Я вам просто покажу комплект. Ну и пойду уже разбираться в кабину со всеми этими. Это пульт управления. Лопасти, батареи. Так как у меня комплектация модная. Так, ну и дрон, наверное, я сейчас вам его разложу. Как тут за все стрёмно. Я сейчас в первую очередь пойду до первых запусков и всех дел. Ага. Вот сейчас бы я в обратную сторону эту штуку загнул бы, и было бы круто. Я куплю... Ага. Просто так тут это не прокатит. Все продумано. О. О. Собственно, сама камера. Собственно, здесь камера и вторая камера с охрененным зумом. Ну и, собственно, вот он дрон. У меня все DJI. Я валю по DJI. DJI пора бы как бы, ну, что-нибудь мне какие-нибудь бонусы дать за это, но не хотят они давать, я так понимаю. Пойду играться, как маленький ребенок, с этими игрушками. Разлаживать, читать инструкции, все дела, собирать, заряжать батареи и так далее. Вот. Ну и делать уже первые запуски. В общем, первые тесты прошли у меня неудачно. Я записывал вам концовку видео в красивом месте, на границе Швеции с Норвегией. Но потом проверил, и звука у меня не было. То есть звук я записывал, естественно, со второй камеры. И что-то может быть сбой, точнее не сбой, а пересечение между частотами или что-то в этом роде. Короче, у меня звук получился порванный. То есть та-та-та-та-та-та-та, вот такая вот была штука. А, собственно, что ж я в концовке записывал? Я хотел выразить всем благодарность, всем, кто скинулся, так сказать. Насобиралось около 100 евро, и это за неделю. Я, на самом деле, вообще даже не ожидал, что кто-то скинет деньги, но вам огромное спасибо. Ну и в целом всем спасибо за поддержку. И, как я обещал, я дрон купил быстрее, и он уже у меня. А мы с вами движемся в сторону Нарвика по 10-й дороге. Я не только купил дрон, но еще небольшие себе ништяки и также очень важную вещь, про которую никто вообще не говорит. Не дальнобой, и в целом в интернете это нигде не попадается. А купил я себе подушку, и не простую, а дорогую.
Выбирал я по принципу самая дорогая в магазине, отдал за нее 450 крон в Икее. Это типа как правильно ортопедическая, или как она там правильно называется. Мне мой кореш посоветовал ее, и я ее купил. И я вам хочу сказать, сразу разница у меня поменялась во сне в плане качества. То есть ложишься, и тебе больше не надо ничего там крутить, вертеть подушку, стучать по ней, там отбивать и так далее. Ты просто ложишься и спишь. И я пока что еще только сколько? 5-й, 4-й день ее тещу, поэтому я через несколько видео полную дам характеристику этой подушки, стоит ли такая покупка вообще или нет. Обновил одеяло, одно легкое купил, у меня потому что старое еще где-то с моего года рождения было одеяло, я его сразу выбросил в мусорку, купил себе легенькое такое на среднюю температуру, оно будет хорошо и зимой, и сейчас в принципе нормально, потому что на северах ночью бывает холодно. Также я для окон купил, сейчас у нас огромная проблема, куча насекомых, постоянно едем в такой местности, что они просто мгновенно засирают стекло. Пошел я в Белтему и спросил, говорю, посоветуйте что-нибудь, и мне посоветовали средства. Значит, как оно работает? Запшикиваем лобовое стекло, ждем минуту и смываем водой. Собственно, мой инструмент. Обычную щетку купил. Не знаю, что так решил. И на самом деле мне эта идея понравилась. Очень это, в принципе, удобно. Напшикал, через минуту это все стер. Водичкой слил. Это у меня банка пшикалка еще с Херентеса с времен я покупал. Также было видео на канале. Ну и обновил я канистру. Я первую купил, гибкую. И я еще говорил в видео, что когда я ее раскрывал, возможно, я ее повредил, так оно и было. Я ее выкинул нахер в мусорку и купил проверенную, которая у меня была, когда я работал еще в Крейсе. Я в Юле ее купил, она стоит немножко дороже и меньше объемом. Самое интересное, что она на 10 литров, но вполне хватает. Вот, она идет гармошкой, слаживается, разлаживается, очень удобная. Все, друзья, увидимся в следующих видео. Следующее видео будет о компании, как я год в ней отработал. В целом расскажу, что да как, свой личный отзыв. Ну и также расскажу о интересном инциденте, который у нас произошел, когда пришел один водитель, не справился с работой и везде теперь пытается зачернить нашу компанию. Будет очень интересное видео. Увидимся. Всем пока.